От пациентки. Боли в левом колене. Ребенок-спортсмен. Долгий период восстановления. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 14 лет, дата исследования 17 октября 2024 года. Область исследования – левый коленный сустав, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Суставные поверхности ровные. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. Зоны роста по возрасту, данных за наличие болезни Озгут-Шлятера не получено. За надколенником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется минимальное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечные. Пателофеморальное сочленение без особенностей. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник первого типа Павайбек. Индекс Инсалсалвати 1,0. Клетчатка Гофа развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Признаки отека, минимального разволокнения передней крестообразной и латеральной коллатеральной связки связок. Внутри и вне суставные связки, задняя крестообразная связка, медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника, медиальные и латеральные удерживатели надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска второй степени. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска не выявлены. Заключение. МР. Признаки отека, минимального разволокнения передней крестообразной и латеральной коллатеральной связки связок, дегенеративных изменений медиального мениска второй степени Пастouла, минимально выраженного синовита, левого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога 14 ноября 2024 года. К.М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В колене есть минимальный синовит, воспаление и признаки повреждения связочного аппарата. По всей видимости, это связано с высокими нагрузками. Критичного ничего нет, но имеет смысл проконсультироваться с травматологом для определения дальнейшей тактики. Вопрос пациентки. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска второй степени. Подскажите, пожалуйста, это вот очень опасно. Ребенку 14 лет, 7 лет, занимаемся волейболом. Ответ К.М.Н. Котова М.А. Нет, не опасно. Целостность мениска сохранена. Вопрос пациентки. То есть спорт мы не бросаем. После лечения и снятия болевых синдромов можем выходить, или все-таки придется оставить спорт? Ответ К.М.Н. Котова М. Это вопрос к травматологу или спортивному врачу.